i98 на процессоре AMLogic S922. Вот такой вот металлический красавчик. Будем обозревать. Поехали. Привет, это Технозон. Сегодня к нам на обзор попала вот такая вот белая коробочка с достаточно интересным смарт-ТВ-боксом на AMLogic S922 процессоре. Мы на AliExpress, продавец проверенный, покупали мы его именно здесь. Это 922. Видите, как здесь они его даже не обозначили название. Это название мы потом уже увидели в прошивке. 4 гигабайта оперативной памяти DDR4. Давайте опустимся немножечко ниже. DDR4. Хранилище у нас 64 гигабайта. Есть 2,4 ГГц, 5 ГГц и LAN J45. Кстати, здесь Wi-Fi Tutituar. Это 2 на 2 MIMO. Процессор ARM Cortex A73 с двумя дополнительными энергоэффективными ядрами Cortex A53. Так вот, все остальное у нас мы смотрим в обзоре. И далее в видео у нас есть с вами варианты купить версии на 16, 2 на 16, 4 на 32 и 4 на 64. Версия за 4 на 64 нам обойдется за $136, 4 на 32 127 и 2 на 16 111. Сама коробочка по себе красивая. Это хороший картон, это картон лучше, чем тот, к которому я привык. Упаковано вот таким вот образом. У нас такая мини-распаковка даже получается. Хочется отметить, это классно реализованную систему охлаждения. Данный ТВ-бокс из металла. Абсолютно весь корпус, у него металлический, средняя вставка у нас пластик. Сделан он таким образом, знаете, как такой... Интересная штука такая, знаете, то есть это скоба металлическая, куда вставляется пластиковая начинка. Ну, очень круто, на самом деле очень круто. Внизу прорезиненные ножки, они симпатичные, они хорошо держат его на столе. Есть две антенки. Кстати, вот хочется сделать небольшую ремарочку насчет сетевых модулей. На Tenda AC10, на китайской версии, у нас Wi-Fi 5 ГГц показал 300 мегабит на загрузку, 300 на выгрузку. Это очень круто. На Xiaomi Mi Router 3G на прошивке под WAN он показывал 250. Но в целом это крутой модуль. Даже 2,4 ГГц у нас показывают неплохие показатели в районе 60 мегабит на загрузку, 80 на выгрузку. Ну и само собой LAN J45, здесь 1000 мегабит, который показывал стабильно 800-700 мегабит на загрузку и на выгрузку. Интересный дизайн, есть кнопка включения, у нас есть спереди часы, есть у нас оптический выход, есть у нас аудио-видео выход для подключения к старым телевизорам, хотя не понимаю, зачем нам подключать ее к старым телевизорам. Есть порт HDMI, разъем для подключения TF-карт, USB 2.0, USB 3.0. Ребят, в край интересная приставка в том плане, что она не греется. Мы проводили тротлинг-тест, ни в тротлинге она не греется, ни когда мы пытались ее словить на нагреве. Тут есть, конечно, одна особенность, вы ее видите в обзоре, не работают ни один из тестов температуры. Но мы все-таки заставили работать в фоне CPU монитор и уже выходили в самых тяжелых играх и видели, что максимальный нагрев у нас был 63, по-моему, градуса или 69, то есть здесь реализовано охренительно реализованное охлаждение, то есть она не тротлит. Насчет комплектации у нас идет вот такой вот блок питания 12 вольт, 5 вольт, 2,5 ампера. Прошу прощения. 5 вольт, 2,5 ампера, HDMI кабель стандартный и обыкновенный вот такой вот самый-самый дешевый пульт. Вот, видите, больше ничего нет. Поэтому советую брать его сразу с дополнительным пультом. К тому же у него есть голосовой поиск, хотя и стандартный Android поиск, но наличие root прав дает нам возможность изменить этот самый root поиск, вернее этот самый голосовой поиск, и плюс еще и дает возможность нам немножечко поизвращаться над ТВ-боксом и установить AFRD. И у него появится полноценный автофреймрейт. Что еще хорошего хочу отметить? 4К контент порадовал, мы проигрываем без проблем. Через жесткий диск тяжелые фильмы, то есть которые скачаны с торренты, 4К тестовые ролики. Насчет звука, имеет проброс Dolby Digital Plus и Dolby PL2 Movie, это фактически обыкновенный Dolby Digital, Dolby True HD не работает, DTS
5.1 ядро есть, DTS, HD, Hi-Res считаем, что нет, потому что он стартует в Hi-Res, потом сбрасывается. Поэтому 5.1 звук есть, но не HD. Как бы так, те, кто в теме, они понимают, что это такое. Насчет всего 4К контента смотрим в обзоре, там есть что показать, все очень даже интересно. Насчет игровых возможностей, к сожалению, хочу вас разочаровать. Обыкновенные Android TV игры пойдут, в PUBG поиграть, хотя это 922 процессор, не получится, слишком тормозит. При этом это, скорее всего, на уровне оптимизации прошивки. Тут нам стоит, наверное, ждать новую прошивку, либо когда сделают ромоделы кастом. А такое, скорее всего, будет, учитывая его цену. Кстати, насчет цены я вам уже говорил, и ссылочка лежит тоже в описании под видео на то, что мы смотрели с вами на Алиэкспрессе. Это проверенный продавец, где я конкретно покупал этот ТВ-бокс. Насчет цены вы поняли, да, что ромоделы, скорее всего, заинтересуются, потому что интересный ТВ-бокс за свою цену. Но вот поиграть GeForce Now тоже не получилось, потому что GeForce Now, скорее всего, не оптимизирован тоже на уровне прошивки. Почему? Потому что нет ни бокового меню, и почему-то именно на этом ТВ-боксе выдает максимальное количество игроков. Скорее всего, он как-то идентифицируется неправильно, и GeForce Now, откровенно говоря, так мягенько посылает его. Хотя на других ТВ-боксах я одномоментно пробовал, у меня все поднималось. Ну а также хочу вам напомнить про розыгрыши ценнейших призовых подарков. И условия на текущую акцию лежат в описании под видео. Так что заходим, смотрим. А также под видео есть кнопка подписаться, колокольчик. Если вы этого еще не сделали, я вам советую, потому что пропустите все наши интереснейшие дальнейшие обзоры. Еще очень много всего интересного у нас будет. Ну что ж, а сейчас я говорю свое фирменное хавабанга, ребята. Это же Бубльгум. Поехали. Интерфейс достаточно яркий и красочный. Я думаю, хорошо будет смотреться на телевизорах, и мне действительно нравится. Внизу есть панелька избранного. При нажатии на кнопочку плюс вы можете добавить избранные приложения, например, Netflix. И да, он здесь есть, хотя он и черный. Root Checker заодно добавим. Нажмем назад, и получается у нас добавляются избранные приложения. Вверху есть индикаторы подключения, есть Wi-Fi, LAN RJ45, Bluetooth включен, есть индикатор подключения USB и флешки. Также у нас есть разделы Apps, браузер, видео, Games, My Files. Все это кастомизируется. В каждый из разделов добавляются различные моменты, различные приложения. И у нас есть с вами меню настройки. Обыкновенное меню боковое настройки Android. В настройках устройства, если мы зайдем об устройстве, то мы увидим, что это i98 S922X. Вот такой вот, или I, или L большая, или L маленькая, это I большая. Короче, будем считать i98. 9 Android, экран. Screen Resolution. У нас поддержка от 480p до 4К, 2К, 60 Гц и SMPTE. Dolby Vision не поддерживает, HDR рабочий. Screen Rotation. Можно делать ротацию экрана. Это, кстати, удобно рабочая функция. Здесь она действительно работает. Сейчас поставим Rotation 0. Вернем в исходное положение. Нормально. HDMI цик урезан. Фактически он не работает. Нормально с LG у меня он, по крайней мере, не заработал. Bluetooth. Bluetooth рабочий. Подключим сразу же мое устройство Bluetooth. Какое? Геймпад. Правильно, потому что все-таки это 922 процессор. Вот мой геймпад найден. Нажимаем соображение. GameSear G4S. Он провибрировал и заработал геймпад. Отлично. Все, поехали дальше. Power Key Definition. Это выбор действия по кнопке питания. Больше ничего здесь интересного для нас нет. Конечно же, мы обязаны с вами проверить на права root доступа, для того, чтобы понимать, сможем ли мы здесь поднять автофреймрейт через программку AFRD. Нажимаем проверка root. И root права у нас есть. Это тоже очень хороший знак для данного ТВ-бокса. А вот насчет индикатора температуры, ни один из известных индикаторов мне на данном ТВ-боксе не заработал. Хотя он в простое показывает 44-45, вот мы можем попробовать включить с вами Floating Window, но он не хочет работать. Он не дает права, не дает разрешения, вернее нет у него реализации прав разрешения, ну короче, не может он здесь работать. При этом я пробовал и на таком варианте, и на транспаренте пробовал. Насчет автофреймрейта. Автофреймрейт здесь работает через AFRD. Вот включим в автоматический подбор частоты. И все, у нас демон заработал от AFRD. Поэтому все здесь отлично. Вот, он не хочет, ему нужно разрешение на то, чтобы показывать сверх приложений. Но при этом он не выдает запрос на это
разрешение. Какая-то вот такая вот лажа у нас получается. Но наличие root-прав дает нам основание полагать, что мы сможем это все исправить. Есть у нас внизу панель навигации, при этом со скриншотом, с регулировкой громкости, с выключением. Ее можно спрятать. И есть у нас с вами вверху строка состояния, но без рабочей шторки. Рабочую шторку мы тоже с вами сделать пока что не можем. Поэтому температуру мы с вами будем регистрировать, знаете, каким образом? То есть по выполнению какой-то операции резко выходить и включать CPU-монитор. Если рассматривать данный TV-бокс из AIDA 94, то мы с вами увидим, что это все та же платформа Galilei, такая же, как у всех остальных приставок на 922 AMLogic. Есть у нас 4 гигабайта оперативной памяти, есть 64 гигабайта хранилища, Bluetooth версии 4+, это значит, что здесь Bluetooth версии 4 или выше, пятерку он тоже не показывает. Здесь стоит AMLogic S922X первой ревизии до 1,7 ГГц, 4 ядра Cortex A73 и 2 ядра Cortex A53 с частотой 1,8 ГГц. За отображение отвечает Mali G52. Есть доступ к температурным датчикам. Кстати, температура в простоях крайне низкая, он металлический. Очень грамотно реализовано охлаждение, просто-напросто сделали вывод тепла на корпус. Это очень умное решение. Само собой, кодеки, то, что они здесь есть, не факт, что они работают. Будем проверять. По тестам сетевых модулей. Wi-Fi 5 ГГц у нас показал 300 мегабит на загрузку и 326 на выгрузку. Тестировалась приставка на роутере Tenda EC10, китайская версия, с разблокированными всеми каналами. На Xiaomi Mi Router 3G с прошивкой Padawan он выдавал 250 мегабит на загрузку. 2,4 ГГц у нас показывает результаты выше среднего, 63 мегабита на загрузку, 88 на выгрузку. И LAN RJ45, здесь стоит гигабитный порт, 862 на загрузку, 763 на выгрузку. В край хорошие результаты работы сетевых модулей. По тротлинг тесту. Тротлинг тест абсолютно чистенький и красивенький. Мы его гоняли часами, мы показываем вам сейчас экспресс-тест, который мы делали уже в студии для скриншотов. У нас с вами есть средняя производительность. Кстати, производительность не падает, но эта производительность, конечно же, выше, чем у 905X2, 905X3 процессора, но ниже, чем у S922X процессора второй ревизии на 2,2 ГГц. Но, в принципе, это тоже достаточно высокая производительность для различного рода контента и игр Android TV. Максимальная температура, самая максимальная в полной нагрузке, была 73 градуса. Если брать синтетические тесты графической производительности, то выглядит это все таким образом. Ice Storm Unlimited 16818 баллов и Ice Storm Extreme максимум, абсолютный максимум, который может показывать. Это значит, что на данной приставке в Android TV игры можно поиграть очень даже хорошо. Синтетические тесты Antutu Go нам показали 99 061 балл. Также мы с вами обязаны просто проверить скорость чтения USB 3 порта. Проверять мы будем на SSD с USB 3 контроллером, с чистым USB 3 контроллером. И плюс должны проверить с вами скорость чтения, вернее скорость копирования памяти. Итак, результаты тестов. Последовательная запись 14 мегабайт в секунду. Среднячковый результат. Последовательное чтение 104 мегабайт в секунду. Это тоже средний результат. Я вам скажу, допустим, у тех же Югус или Shield это будет намного выше. Произвольная запись 1.85, произвольное чтение 3.87 мегабайта в секунду. И копирование памяти 925 мегабайт в секунду. Тоже достаточно неплохой результат для внутренней памяти. Самый худший, который я видел, это 500. Самый лучший это 2,5 гигабайта на памяти Samsung, которая есть, допустим, Yugus AM6 Plus, и 2,4 гигабайта в секунду это на Nvidia Shield. После того, как мы с вами заканчиваем наши тесты системные, мы переходим к мультимедийным. Мультимедийные тесты мы начинаем с тестирования тестовых роликов. У нас есть ролики, созданные нашей студией специально. Мы сами лично контролируем этот битрейт. 240 Mbps 10 бит. Поехали. На стоковом плеере обязательно проверяем возможности декодирования. Здесь как бы у меня претензий нет. Если вы видите некие подергивания, то это разность FPS камеры, рекордера и воспроизведения FPS этим самым ТВ-боксом. Поэтому я вам могу сказать сразу, что воспроизводит он очень хорошо, четко и плавно. Это 10-битное видео в H265 кодеке. Давайте попробуем 180 Mbps. Все то же самое. Ребят, он может с жесткого диска воспроизводить
воспроизводить очень тяжелые файлы. Давайте попробуем проиграть, например, Gemini Man с жесткого диска. Это 68 гигабайт торрент-фильм, вернее, фильм с торрента скачанный. И насколько он тяжелый, мы должны с вами понимать, что мы можем это проигрывать, мы это уже видим. Попробуем сейчас переключить. Ну, все шикарно. Все шикарно, более чем. Это фильм 4К 60 FPS. Далее мы с вами тестируем проброс звука в этом самом ТВ-боксе. И давайте начнем с Dolby Digital Plus. На стоковом плеере. Я хочу проверить, если на стоковом плеере нет, значит здесь декодирования нет, встроенного декодера в эту самую приставку. Но что у нас с пробросом этого самого звука? Давайте через VLC включаем проброс сквозной звука, и у нас Dolby Digital Plus есть. Поэтому мы понимаем, что сквозной звук здесь получить можно. True HD, Dolby Digital True HD, я уверен, что у нас не получится получить. Он никак не пробрасывается, это само собой понятно. DTS 5.1 ядро. Пробуем VLC. DTS мы получили. И DTS HD Hi-Res. Давайте пробуем тоже. DTS HD Hi-Res. Нету, он отключается потом. Здесь мы с вами имеем вот такое вот положение, что только Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby PL2 Movie и DTS 5.1 звук. То есть 5.1 в приставке есть, но нет HD звука. Dolby Atmos на данной приставке не работает. Что касаемо YouTube 4К 60 FPS, то он здесь работает просто отлично. Мы с вами видим 3840 на 2160, 0 дропов из 1000 фреймов, пускай играет пока. Кстати, насчет вьюпорта 1920 на 1080 меня спрашивают, есть ли смысл 4К показывать на порте в 1080? Есть, ребят. Это значит, что 4К он декодирует. Нам главное с вами понимать, не в какой вьюпорт мы выбрасываем, а какое видео он декодирует. То есть сейчас разрешение декодируемого видео 3840 на 2160. И этого более чем достаточно. То есть вы сможете просматривать YouTube ролики без какого-либо ограничения. Выходим. С этим у нас все отлично. С YouTube вопрос закрыт. Ну и насчет Netflix. Netflix работает здесь. Это черный Netflix, неофициальный, без лицензии. Воспроизводит он в качестве, сейчас посмотрим, скорее всего... Это даже HD качество, то есть так на глаз, здесь приходится воспринимать на глаз, никакого инфо у нас нет. Да норм работает. Я считаю, что с таким HD качеством, в принципе, можно нормально смотреть Netflix. Вот за Netflix тут реальный ставлю плюс. Пробуем с вами IPTV телевидение, думаю, что здесь у нас тоже сюрпризов никаких не будет. И да, HD каналы заработали у нас тоже отлично. Кстати, Mad Max идет, обожаю этот фильм. Все переключается мгновенно, тут как бы никаких у меня вопросов тоже нет. Кстати, мы ставили проигрывать это IPTV телевидение на достаточно долгое телевидение, на достаточно долгое время, и проблем у нас с выбрасыванием не было, как бывает на некоторых более дешевых образцах. Допустим, на том же X88 была такая ситуация. Выходим, тут у нас все отлично. Осталось проверить торренты 4К 60 FPS и уже делать какие-то выводы. Выбираем любой 4К фильм, заходим на торрент и смотрим, вот есть 46 гигабайт. Стартуем, нажимаем добавить и играть, дабы потом проверить, что же мы все-таки с вами проигрывали. Пошел набор пиров, сейчас пойдет набор скорости, мы его обязательно увидим. Давай, пошел 1,6 мегабайт, 7,3 мегабайта, 8 мегабайт в секунду, 10 мегабайт в секунду. Короче, более чем достаточно у нас скорость для проигрывания этого всего дела. Пошло проигрывание фильма, стартануло, немножечко подождем, все-таки торрент, он затыкается где-то секунд через 15 после старта, когда стартовый буфер истекает, и тогда уже будет понятно, будет проигрывать нормально торрент или нет. Пусть проигрывает, вернемся через пару секунд. Воспроизводит, притом отлично воспроизводит, у меня как бы к нему вопросов нет. Поэтому торренты, мы понимаем, что мы можем нажать на домик с вами, давайте нажимаем на домик, переходим сразу же в TorServe, для того, чтобы не было никаких
никаких спекуляций, что я что-то подкрутил, вторсерф, и смотрим, что мы проигрывали Jumanji 46,6 гигабайт. Слушайте, ну торренты он проигрывает, и при этом проигрывает знатно. Насчет игровых возможностей. Почему World of Tanks? Да потому что World of Tanks дает нагрузку не только на графическую систему, еще и на процессор. Мы при этом должны с вами резко выйти и проверить температуру, потому что World of Tanks дает максимальную нагрузку. Резко проверить температуру и посмотреть на историю температуры. Были ли у нас зашкаливания по этой самой температуре. Идем в настройки графики. Выберем с вами, давайте, качество воды среднее, давайте высокие качества объектов ландшафта, техники, качество эффектов среднее, дальность прорисовки высокая, качество туманов сверхнизкое, выключаем туман, ограничение частоты кадров 60, отображение частоты растительности среднее, отображение теней отключено и трава в снайперском режиме включен. Вот такие вот средние высокие настройки у нас получаются. Стартанули мы на 60 FPS. Вон 60 FPS внизу и поехали сразу же играть. Слушайте, реакция на геймпад отлично. Куда ты меня дубасишь, а? Реакция на геймпад отличная. Нет у нас input лага как такового. 60 FPS он выдает на средневысоких настройках World of Tanks. Мы, главное, вы помните, что мы посреди игры должны резко выйти в главное меню, зайти в CPU монитор для того, чтобы оценить температуру. И это очень важно. Сейчас главное, чтобы поднялась какая-то у нас волна буча, стрельба, чтобы она прогрелась побольше. Враг обнаружил, я кого-то обнаружил. Акела промахнулся, как всегда. В танке я игрок еще тот, конечно. Ну, очень многие оценили в свое время. Как меня там называли? Рачелло. Как рак, Рачелло. Так, ребят, выходим резко в меню. У нас игра в фоне, она работает. И идем в CPU монитор, смотрим на максимальную температуру. Давай, 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 давай. Да ладно. Не, стоп. 58 градусов. Стоп, секундочку, температурный график 56, 55. Слушайте, да ладно, минимальная 40, максимальная 69 у нас была. У нас была максимальная температура 69 градусов. У нас сейчас загружен 73 ядра на 100%. Я, честно говоря, не очень в это верю. Так. А вот в PUBG, я вам скажу, играть на этом не получится. Очень сильно лагает. Очень сильно лагает. И несмотря на то, что он не лагал в танках, то в PUBG что-то пошло не так. То есть здесь конкретно что-то есть, какая-то несовместимость. И мы реально не рекомендуем играть на этом ТВ-боксе в PUBG. В танке, да, PUBG нет. То есть он так настолько избирательно совместим. Кстати, мы сейчас опять резко выйдем и войдем в проверку температуры, дабы убедиться, что наши замеры температуры были достаточно правдивы. И у нас, давайте перейдем в основное, у нас все те же 54-56 градусов. И по тайм-графу мы видим, что у нас не повышалась температура выше 60 градусов. Ну, какая-то вот очень крутая приставка по поводу разогрева, скажем так, разогреть ее невозможно. Ну и заканчивать GeForce Now, это уже традиция, но я вам скажу так, скорее всего, поиграть на этом ТВ-боксе в GeForce Now нельзя, хотя у меня на другом устройстве я включаю GeForce Now играет. Здесь у нас GeForce Now выдает, что ограничено количеством игроков, ждущим свободную сессию. Вот именно на этом устройстве у меня есть. К тому же GeForce Now здесь без бокового меню, и выбрать, допустим, мои игры и посмотреть в боковом меню, что там еще есть, невозможно. Поэтому, скорее всего, просто-напросто на уровне прошивки нет оптимизации. Что ж, выходим, резюмируем и делаем выводы по данному ТВ-боксу. Выводы интересные, выводы однозначные. Мы его можем рекомендовать. Нас, кстати, расстроило то, что нет шторки, и с Material Notification мы не смогли поднять шторку. А вот очень сильно нам понравилось, как он проигрывает 4К контент. Действительно, тяжелые торренты 4К мы проиграли. Мы проиграли IPTV, то есть мы его можем однозначно рекомендовать тем, кто хочет более бюджетное решение на iMlogic S922, тем, кто любит лазить в прошивках, тем, кто любит кастомизировать свой бокс, потому что наличие root прав все-таки дает какие-то возможности его кастомизации, и не рекомендуем тем, кто хочет поиграть. Хотя он абсолютно не греется, хотя вот у него есть задатки на то, что в будущем все это исправят, но на текущий момент для игроманов на Android TV платформе мы его рекомендовать не можем. Но мы однозначно его рекомендуем для тех, кто любит посмотреть кино.
или различные там YouTube 4К, либо фильмы с жесткого диска или торренты онлайн с учетом его сетевых модулей. Вот как-то так вот сказал. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.